Дамы и господа, мы находимся у нас вот без мажорства первый раз. Самый экономичный маленький номер. По метражу написано было, по-моему, если не ошибаюсь, площадь 16 метров, но очень все сделано компактно, удобно. Дизайнерские обманки с зеркалами. Очень просторно. На самом деле никакого дискомфорта, все сделано очень классно. То есть ощущения нету, что это какое-то маленькое пространство. Шкафы. Пожалуйста. Раз, два, три, аж 4 штуки. Полочки. Столик. Диванчик. Вот такой типа мини-тахта. Все очень комфортно. Есть еще вот такие, это, видимо, для детей, дополнительные кроватки. Ну, можно сказать, почти как купе поезда, только больше в 5 раз. Картины. Друзья, мы коснемся совершенно банальных бытовых вещей, которые в том числе важны для путешествия. Это ванна, туалет совмещенный. Возможно, многие будут думать, что здесь мало места, опять же, да, из-за того, что это маленькая кабинка, эконом-класс, но нет. Вот, смотрите, зеркала, все, что нужно. Вот при моем росте 1,86 м до потолка еще сантиметров 20. Остается все, что нужно. Полочки, раковина, туалет, унитаз. То есть никаких пригибаний, ничего такого не нужно. Я стою в полный рост и чувствую себя очень комфортно. Вот такая душевая кабинка. По размеру, наверное, как стандартная домашняя кабинка. Единственное, может быть, кому-то понадобится на будущее, достаточно интересная регулировка воды. Опять же, две штучки, шампунь и гель для душа, как пишет сам MSC, что типа даже какой-то он экологически полезный. Вот такая штукенция. Мы сейчас ничего не поняли вначале. Значит, поэтому подсказывают для тех, кто поедет в будущем. Вот это регулировка температуры. Вода очень, даже я бы сказал, горячая. То есть не то, что там прохладненько или что-то. Все комфортно, тепло идет. Регулировка температуры, а это непосредственно включение. Ну, сейчас я не буду включать, чтобы тут самому не залиться. Так что, уверяю, все будет очень комфортно. Друзья, извините, еще на дополнительное включение. Немножечко забыл кое-что такое, небольшой лайфхак вам рассказать. Посвящен он, может быть, не совсем утическим вещам, но я думаю, многим пригодится. А кого-то, возможно, спасет от штрафов. Вот здесь написано на английском языке: туалетную использованную бумагу надо бросать в унитаз. Спокойно, ничего страшного в этом нет. Но другие вещи бросать нельзя. Бросать их нужно вот сюда, вот в это ведерко, а бумагу бросать в унитаз. И есть такой нюанс, вот эта кнопка смыва, но иногда днем, особенно когда люди находятся, она, видимо, работает как-то в автоматическом режиме. То есть ваш звонок, скажем так, записывается. Вот сейчас сработало сразу, но бывает так, что она как будто не работает. Поэтому вы не паникуйте. Мы признаемся честно, даже я пошел говорить, что у нас не работает туалет. На самом деле она записывает в память все, и где-то от минуты до 3 автоматически смывает. Так что просто нажимайте, если она не сработала, не волнуйтесь, она просто все сделает автоматически, когда система разгрузится. Еще одно буквально маленькое добавление, но раз уж мы договорились сделать полные обзоры, то все лайфхаки мы вам расскажем. Мы долго думали, что вот это такое. Были варианты, что это звонок. И в то же время возникал вопрос, где сушить плавки после бассейна. Так вот, смотрите, решение было очень простое. Та-дам! Опаньки. И плавочки сюда, на просушку.